Всем доброе утро. Итак, друзья мои, сегодня закончилась еще одна книга теней. Вот, это свершение. Сегодня я покопалась в своих архивах. Давно обещала Яне выставить ритуал богини Цовинар. Вот сегодня наконец-то выставила. Правда, у меня несколько вариантов, но я выставила такой более, скажем так, доступный для простых людей. Те, наверное, больше подходят практикам. Не наверное, а так и есть, потому что они более сложные и для простого человека немного опасны. А это как раз то, что надо. Так что можете меня поздравить. Для вас закончилась эта книга теней. Это значит, что начало нового этапа будем дарить дальше. Итак, перед вами гребень петуха. Дорогие друзья, гребень петуха у многих культур служил защитой, защитным амулетом. Но как его использовали, до конца не знаем. То есть различные варианты, но слишком они простые, слишком примитивные и не то. Я защиту с гребнем петуха искала с 19 лет. Ничего путевого не встретила, если честно. Так, отрывки фраз. Я поняла, что я должна создать на основе древних поверий. Вот это самый верный ключ для создания ритуалов, когда ты знаешь эти поверья. Если ты знаешь эти поверья, эти легенды, рассказы, то ты знаешь, какие силы призывались. Значит, следовательно, ты эти силы можешь призывать, дать им задание и так далее. Потом я начала изучать, кто был петух в понимании, значит, обрядов магии, этнологии, культуре. И я, изучив этот вопрос, пришла к выводу, что петух считался священной птицей. На Востоке говорили, что петух коронован, потому что изгоняет злых духов. Просыпается раньше всех и начинает своим криком гнать злых духов. Покажется наивным, но есть определенный язык духов. Это шепот, это шипение змеи, это крик петуха. Есть ритуалы, где нужно криком изгонять болезни и определенные силы. Есть ритуалы, где нужно шептать. Знаете, такой шептуньи, да? Бабки шептуньи, сельские шептуньи, их так называли. Грыжу, например, заговаривают или надкусывают, откусывают, кусают через полотенце. Есть такой ритуал. Кусаю, откусываю грыжу пупочную медными губами, золотыми зубами и так далее. Это все абсурдно кажется на первый взгляд, но на самом деле это все соответствует законам мироздания. Тем законам, о которых мы не знаем. Аномалий нет в этом мире, вообще во Вселенной. Все, что происходит, это закономерно. Видим мы что-то изображение, видим мы чей-то фантом, это закономерно. Есть измерения временные. Вы можете пройти через эту временную воронку, не понять, не заметить, вам станет плохо, голова закружится. А вот через это временное измерение, может быть, где-нибудь в Америке кто-то увидел ваше изображение и посчитал, что вы фантом или дух, а вы живой человек. Просто вы прошли через это временное измерение,
и оказались на одном измерении с человеком, который живет на другом материке. Есть очень много необъяснимых вещей. Например, говорят, что наше прошлое где-то живет. Говорят, что сны это не совсем игра воображения, что это наша вторая жизнь, что на самом деле сон это вот эта жизнь, а настоящая жизнь там. Много чего иного. Но вообще мне кажется, что все относительно. Во Вселенной ничего нельзя исключить или отрицать. Наш мозг способен нас обмануть. Мы можем иногда во сне чувствовать запахи, мы можем иногда во сне трогать нечто, чувствовать физически близость с чем-то, с тем, что на самом деле не существует. То есть наше подсознание может всякое создать. В средние века женщины, которые очень хотели забеременеть настолько сильно, что давали определенные, как вам сказать, указания мозгу, подсознанию. И очень часто в средние века у женщин бывала ложная беременность, даже у королев. Почему это происходило? Когда человек очень сильно чего-то хочет, его сознание это осуществляет. Хочешь ребенка, не можешь родить, не способна, но имитация беременности тебе сознание даст. Понимаете? То есть много всяких вещей необъяснимых, о которых может быть абсурдно и смешно думать, но оно существует, имеет место быть, имеет право на существование. Точно так же и с петухом. Петух считался священной птицей, которая своим криком, зная какой-то язык духов, изгоняет злые силы и оберегает дом. И вот на основе этого носили как оберег гребень петуха. Начиток разных до нас дошло не особо много, но если что-то и дошло, примитивно слишком. Не то. Поэтому я, опираясь на эти знания, скажем так, кавказской мифологии, восточной мифологии, славянской мифологии, вот создала этот ритуал. Теперь встал вопрос, какого петуха использовать? Черного. Но черного петуха используют больше чародей для того, чтобы призвать темную силу и с этой темной силой, в общем, взаимодействовать. Нужна ли темная сила обычному человеку? Нет. Как быть в этом вопросе? Специально нужно заколоть петуха, специально надо купить. Специальными ритуалами нужно убить это существо, потом носить гребень. Или так можно купить у мясника, или можно просто купить готовые сушеные там гребень петуха. Я испробовала это. Все, что я вам даю, это все уже пройденный этап, это уже сделано. Даже если эти ритуалы множество, вы не забывайте, что я 20 лет с лишним практикую почти. И всего лишь последние несколько лет начала вам раздавать. За 20 лет это все испробовано. Если что-то и создается по новой в данный момент, в любом случае нечто похожее уже испыталось, уже пробовалось. Так вот, я решила сделать оберег для человека, купив вот сушеный гребень петуха. Они продаются. И сделала этот оберег. Он сработал, потому что человек ехал по очень опасному маршруту. Это были не 90-е, но не очень, скажем так, много времени прошло от 90-х. И эти маршруты, помните, Е95, Москва-Питер, вот эта трасса самая опасная, дорога смерти называлась. Очень много водителей там осталось навечно. И на них совершили нападение. Его напарника убили, посчитали, что он умер, ему стало плохо, что ли, или он отключился. В общем, он очнулся от того, что над ним скорые, там все приехали. Он остался в живых. Я поняла, значит, любая гребень петуха срабатывает. Но это моя сила. А может ли простой человек это сделать? С простым человеком тоже испробовали, возможно. Итак,
Вам, простым людям, не обязательно ходить, искать черного петуха, ритуально убивать и так далее. Вы можете просто найти гребень петуха. Это уже достаточно, чтобы вы смогли сделать этот оберег. Далее, вы можете этот оберег сделать для себя, для своего ребенка, для своих родных. Вот в этом случае вы можете это сделать. Например, сделать вот этот гребень петуха, если ребенок дерется в школе, если с ребенком плохо обращаются, какая-то опасность или боитесь, и положите ему в сумку так, чтобы он даже не знал. Если у вас муж работает в каком-то опасном месте, точно так же сделать, с ним отдать. С сыном, с матерью, с женой, с кем угодно. Что нужно вам для этого? Ну, если вы для себя, в общем, начитываете на этот талисман, естественно, называйте свое имя. Если для другого человека, говорите его имя. Я думаю, что понятно и так. Берите гребень петуха, можете купить, высушить. Но есть и сушеные варианты, они более надежны, потому что они уже обработаны. Значит, они сохранятся надолго. Если гребень, скажем, разломается или потеряется, или что-нибудь еще, ничего страшного, сделайте по новой. Просто выкиньте, ничего не нужно. Просто выкидывайте и делайте новый. Он просто теряет свою силу, более ничего. Вам понадобится 2 мешочка, любых, какие хотите. Но это чуть побольше для петуха. Можете сами шить этот мешочек. Второй чуть поменьше, для монет. Нужно 6 монет, желательно одинаковых. Если и в вашей стране нету монет, значит, берите 6 одинаковых купюр. Читайте 6 раз. В конце скажу, что надо делать. Итак. Если кому-то не нравится, я иногда читаю, что вы долго объясняете, но если ваши кумиры магуи ни черта не знают, не мыслят, у них нету ни знаний, ни понятия, как что объяснять, и вообще ничего нету в голове, это его проблемы, ваши проблемы. Идите туда, где вам сразу же говорят, берите то, напишите это. Я должна объяснять людям, чтобы люди поняли с логической точки зрения, чтобы люди поняли, откуда это пришло, почему это делается, для чего, какой в нем смысл, что это мне даст. Только тогда, когда человек полностью понял, что ему это надо, он возьмет и сделает. Понимаете, почему объясняется? Чтобы еще и знания были у людей, чтобы они знали, для чего это им надо. Итак, читать нужно 6 раз. Я прочитаю 1 раз. Птица священная, душу отдала, в мир Нави ушла. Да по зову моему обратно пришла за своим гребнем. А я вместе с гребнем и душу твою себе в услужение беру. 6 монетами покупаю, в мешке прячу, с собой ношу. Если другому делаете, говорите, отдаю такому-то. Ходи со мной рядом, как священный сохран. Ты мне силами навими отдан. Охраняй меня, оберегай от лихого человека, да от злого человека, да от опасности в пути. Оберегай душу и тело мое спасай. Зло и опасность. Ежели подойдут, петух крикнет, их прогонит, они отойдут. Лихой человек, ежели зло помыслит, супротив меня, отойдет, сгинет от крика петуха. Меня покинет, меня не тронет. Покуда гребень петуха ношу, под защиту духов я хожу. Зло от меня убежит, от крика петуха опасность сгинет. Защита навих сил со мной отныне, и меня не покинет. Священная птица, темную свою песню пропой. Криком гони напасти от меня. Зло спугни, лихого ко мне не подпускай.
Делай, что велено. Тебе моя жизнь доверена. Да будет так. Через навь и явь заклята. Защита со мною истинна. Потом, когда вы 6 раз прочитали, берите гребень петуха, ложите в мешок. Вы можете пошире, побольше мешок. Если боитесь за свой дом, можете начитать и повесить над главным входом. Никто лишний к вам не придет. 6 монет собираете, идете на перекресток и говорите: один мешочек мне для защиты, второй мешочек откуп силам. Оставляйте вот так, кидаете через левое плечо и уходите без оглядки. Вы можете этот оберег сделать для своего дома, можете сделать, отдать близкому, можете сами носить. Это отличный оберег. Время от времени выкиньте вот эту гребень, потому что он забирает на себя вот всю черноту, зависть людей и так далее. Делайте новый. Такой оберег вас спасет и от ревизии, и от проверок, и от дорог, если вы переживаете, да, куда-то едете. Если едете, можете сделать, повесить над дверью, никто к вашим дверям не подойдет и так далее. Сделайте, пользуйтесь во благо себе и своим близким. Всем удачи!